Всем привет, кто заходит. Привет. Не знаю, просто трансляция уже началась или нет, поэтому, вот, вроде началась. Всем приветы. Сейчас начнем эфирчик, будут подсказочки. Будем смотреть подсказки. Свечка, вот. Свечка у нас тут горит. Так что сейчас буду доставать карты. Приветики. Привет, ННН. ННН, привет. Всем привет. И сейчас ссылку. Сделаю ссылку. Так. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. У нас 5 колод, если что. Вот. Ирина, добрый вечер. Да, подсказки на всех. Отличненько. Так хочется сказать, погнали. Сейчас посмотрим на всех. Все достану. Мне всегда места не хватает на столе. Всегда мне нужен большой стол. Большой. Хотя у меня не маленький. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Если подсказка на всех, то посмотрим на всех колодах. На 5 у нас 5 колод. Да, Ирина, добрый вечер. 2 Ирины. Так, смотрим для Ирины с синеньким значком. Добрый вечер, пожалуйста, подсказки на всех. Ирина, смотрим для вас. Для Ирины подсказка. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Так, следующая подсказка. Если не знаете, что сделать, спросите меня, я вам скажу. Подсказка для Ирины. Если вас что-то расстраивает, попробуйте найти плюсы в данной ситуации. Их гораздо больше, чем минусов. Смотрите. Видите, какая подсказка интересная? На ней надо тут поработать немножко. Над ситуацией, найти что-то хорошее. Так, подсказка Вселенной для Ирины. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Отпустите эту ситуацию. Ну, как бы вот, сейчас ничего не сделаешь. Так, для Ирины подсказка. Человека не переделаешь, перестань пытаться кого-то изменить. Это не работает. Вот такая подсказка у вас. И послание из будущего. Послание из будущего сейчас посмотрим. Послание из будущего для Ирины. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Это послание из будущего. Видите? Прислушайтесь к себе, к своим внутренним ощущениям. Вот. Так, смотрим дальше. Для следующей Ирины. У нас еще одна Ирина. Добрый вечер. Подсказки для Ирины на неделю, на всех 5 колодах. Благодарю. Сейчас для вас будем смотреть. Благодарю, Алена. Благодарю, Ирина. Спасибо, что забежали к нам на посиделочки. Ставьте лайки все ставьте. Я буду очень рада. Под видео. Лайки. Для Ирины теперь. Для Ирины, у которой закат красивый такой.
Можете желание загадывать. Загадывать желание, класс. Я знаю, какое желание, девчонки. Я прям знаю очень-очень. Сейчас можно? Сейчас спасибо большое, сейчас загадаю. Все, спасибо. Целую вас. Спасибо огромное. Спасибо. Я вообще, вот, я очень хочу это желание, всегда его загадываю, потому что оно еще не сбылось. И прям очень хочется, просто. Спасибо, девчонки. И вам тоже желаю, чтобы ваши желания сбывались, чтобы все получилось. Дай Бог, что сбылось. Да. Оно сбудется, просто хочу быстрее, я быстрее хочу. Привет, что за волшебство происходит, Лидия. Желания девчонки умеют исполнять. Потом расскажете. Да, я расскажу, и вы поймете. Вы это увидите, потому что у меня будет тут все другое будет. Как бы я надеюсь, что у меня все, фон изменится. Вы сами увидите. Но это не так быстро. Конечно, я расскажу. Чего ж я не расскажу-то? Я даже рассказать могу, что сегодня было. Вот все вам расскажу. Давайте для Ирины посмотрим, где закат, маки. И дальше, кому нужно, будете писать подсказки. Потом я расскажу, что сегодня было. Как я сегодня вообще не в тот вагон вошла, не там вышла. Это было вообще просто. У меня телефон сел. Я только вышла из метро, у меня вообще вырубился. В общем, Маргарита, да, добрый вечер. Можно тоже подсказки. Можно. Сейчас мы смотрим подсказки для Ирины, где солнышко заходит. Такая картинка для Ирины, подсказки. Оставьте новые дела на потом. У вас какие-то еще дела надо доделать. Новые дела на потом оставьте. На следующую неделю, наверное. Так, для Ирины с солнышком. Прислушайтесь к себе. Что вы хотите в данный момент? Это и есть правильное решение. Что вы сейчас хотите? Вот это и есть то, что правильно. Принято дел много. Ой, дел всегда много, да. Это хорошо. Вы все как переделаете, как будете довольны собой. Все постепенно. Главное доделать одно дело. Все, закрыли, это дело сделано. Следующее. Последнее, слушай себя. Вот, правильно. Молодец, Ирина. Так, для Ирины подсказка. Вы не похожи на других, даже не думайте меняться. Вы не похожи на других, даже не думайте меняться. Каждый человек, он индивидуален, и он особенный. Поэтому это-то и классно. Это и прекрасно. Для Ирины. Вылази, подсказка. Ты делаешь себя сама. Никогда не поздно стать такой, какой тебе хочется быть. Подсказка. Оракул дрянной девчонки. Такая подсказка. Как бы вот. Сейчас послание из будущего. У меня тут, кстати, у меня столько историй. Что-то мне так хочется все рассказать. В голову приходит столько всего. Так, для Ирины. Послание из будущего. Ой, смотрите, какой прикольный. Смотрите, с таким чубчиком. Пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. Смотрите, какой прикольный, да? Ушки такой, чубчик. Такие глазки, такой, типа, что такое они так делают? И все хорошо. Вы, в общем, пересмотрите. Где-то вы время тратите немножко впустую, говорят вам. То есть как-то нужно пересмотреть распорядок дня. Все подсказки актуальные. Совершенствоваться люблю. Молодец. Я рада, что это хорошо. Значит, все правильно. Идете правильной дорогой. Все делаете правильно. Маргарита Агабекян. Сейчас ваша очередь по подсказкам. Лидик не попросила, поэтому я как бы не могу. Лидик, пишите, что если подсказки нужны.
Прикольно, у меня такая же реакция на подсказку. Да, я так и поняла, что вроде все правильно, как бы, а что такое делаю не так? Это такой прикольный. Александр М, доброй ночи, да, можно подсказки? Можно. Благодарю вас, Ирина, вас тоже благодарю, спасибо, что на посиделочки заходите. Так, для Маргариты сейчас смотрим. Маргарита, подсказка. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Для Маргариты. Так что рискуйте, рискуйте. Сейчас как раз такое время, что вам можно рисковать. Так. Для Маргариты подсказка. Помощь придет с неожиданной стороны. Не отказывайтесь. Видите? Какая-то помощь к вам придет. И вам не нужно отказываться. Берите эту помощь. Да, дел много, встаю рано, ложусь поздно, и тут на тебе, да. А я тоже хотела вам сначала сказать, мол, надо меньше спать, потом думаю, не, вам не надо меньше спать, потому что как бы все равно устаете, надо отдыхать. Думаю, не буду ничего говорить, как бы сами свой распорядок спланируете, и тут вон, да, встаю рано, ложусь поздно, ну, как бы и так, спать надо тоже. Я думаю, что надо сделать одно дело, закончить его, другое дело закончить. Когда много всяких дел, хотя я тоже так делаю, у меня много всяких дел. В общем, все получится, пересмотрите, подумайте, как лучше. Для Маргариты подсказка Вселенной. Перестаньте все откладывать на потом, живите сегодня. Маргарита, живите сегодня, кушайте вкусное сегодня. Берите красивую чашку, которая у вас стоит, посуду, пусть это все не стоит у вас в серванте там где-то какая. Живите сегодня, пользуйтесь красивой посудой, красивую одежду носите. Не думайте, что вот я там похудею, или пусть вот там для какого-то случая я надену. Нет, носите прямо сейчас. Кайфуйте от этих вещей, используйте классные вещи, гуляйте, наслаждайтесь. В общем, живите сейчас, почувствуйте вот этот вкус, что вы сейчас едите классный там чизкейк или тирамису, или что-то там, пьете кайфный кофе, почувствуйте себя прям. В общем, кайфуйте сейчас от жизни, не думайте, не живите прошлым, будущим именно сейчас. Ну, по крайней мере, на этой недельке, вам так советуют. Маргарита, подсказка. Ой, смотрите, что. Вот она, эта дрянная девчонка говорит. Это твоя вина и ничья больше. Ты уже большая девочка. Перестань винить в своих ошибках других. Вот, вам говорят все брать в свои руки, короче. Не думать, что кто-то виноват в чем-то. Ни от кого не ждать что-то. То есть кто-то вам что-то должен, никто вам ничего не должен. В общем, берите свою жизнь в свои руки и живите и делайте так, как вы хотите. И поступайте, там какие-то, в общем, действия делайте, свои поступки, и за них же и получаете, как бы вот так вот, как бы, за каждое решение мы принимаем ответственность на себя, поэтому действуйте то, что вы хотите, делайте, несите ответственность за свою жизнь, как бы вот здесь так, не надейтесь ни на кого, не надо, и не обижайтесь потом, что кто-то вам что-то не помог там. Они не знают вас, никто лучше вас. Из будущего для Маргариты. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Видите, над отношениями нужно поработать. Будьте внимательны друг к другу, говорите друг с другом. Говорите о своих ощущениях, что вам нравится, что вам не нравится, с людьми, с которыми вы общаетесь, не обязательно отношения могут быть между влюбленными, когда между подружками, например, коллегами по работе, там, с родителями. То есть говорите, что вам не нравится, вы расстроены, вы плохо себя чувствуете, давайте не будем, это меня расстраивает. Говорите о своих чувствах, не обвиняйте только никого. Спасибо большое, Алена. Вам тоже спасибо, что на посиделочки зашли. Так что... У меня лицо все блестит. Жарко. Я вроде... я окно сегодня не открыла. Но вам было бы шумно, там дождик. Так, дальше смотрим. Александра М.
Доброй ночи всем. Можно подсказки на всех колодах? Вот можно. Александра М. Подсказка. Сейчас. Александра М. Подсказочка. Вот, следите за поступающей информацией. Информацию, которую вы будете поступать, видите, это там что-то важное может быть для вас. Ой, я сегодня, кстати, шла, такая информация поступила. Я думаю, к чему это, что это, как бы. Женщина говорила по телефону. Но эта информация мне не понравилась. Я думаю, что-то не то. Вот. Так что вокруг вас какая-то информация. Обращайте внимание, которую будете получать. Кто-то что-то сказал, где-то что-то прочитали, что-то узнали. Так, для Александры М. Попробуйте понять, в чем ваша сила. Используйте это. Попробуйте понять, в чем ваша сила. Используйте это. В чем ваша сила? Александра М. Подсказка Вселенной. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Такая подсказка. Хорошая подсказка. Надо не забывать об этом. Не только вам, да, но как бы и многим тоже это будет хорошо, хорошая подсказка. И вам как раз тоже. Александра М. Ой, опять что такое? Что происходит? Это твоя вина и ничья больше. Ты уже большая девочка. Перестань винить в своих ошибках других. Что такое произошло-то? Что такое? Вы от кого-то что-то ждете, может быть. Кто-то вам хотите, чтобы помог. А тут, видимо, нечего ждать. Нечего. Нужно самой решать. Брать все в свои руки. Хочется, конечно, чтобы нам помогли. Но вот все чаще получается, что нам нужно все делать самим. Как ни крути. Александра М. Послание из будущего. О, смотрите, какое послание интересное. Вам говорят: стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Ой, у вас тут что-то такое происходит? Неспокойно вам, неспокойно. Вам надо перестать что-то делать. Я не знаю, что именно. Переживать за что-то, может быть, накручивать себя, надеяться или куда-то идти в какую-то сторону. Так что не накручивайте себя. Что-то вы делаете, подумайте, что это. Какое-то послание. Аннет, добрый вечер. Можно подсказки на всех колодах? Можно? Можно? С Александра М. сейчас получила подсказки. Так что как раз вы по очереди. Все вовремя заходите. Все хорошо. Для Аннет подсказки. Для Аннет. Подсказка для Аннет. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Аннет, это первая ваша подсказка. У Александра М. тяжелый какой-то период. И он, кстати, длится давно, блин, и все никак не разрешится, что-то там надо делать. Не знаю, что, ну что там. Может, решение какое-то принять, может, не знаю. Для Аннет. Для Аннет подсказка. Пришло время активных действий. Дерзайте, и ваша мечта обязательно исполнится. Такая вот у вас подсказочка вышла. Так что дерзайте, пробуйте. Подсказка для Аннет. Вы не похожи на других, даже не думайте меняться. Это для Аннет подсказка. Такая вот.
Так что даже не думайте меняться. Так, тут у нас подсказочка для Аннет. Отдохни, ты очень устала. Срочно иди в постель. Сейчас же. Вам говорят, прямо сейчас вам нужно идти и отдохнуть. Так что вы очень много что-то делали, устали, нужен отдых. Александра, я благодарю вас, Алена, вам удачи, процветания. Спасибо. Вам тоже всего самого-самого хорошего, чтобы у вас все разрешилось, все получилось. Самым лучшим для вас образом. Самым-самым. Вот. Для Аннет. Побалуй себя, сделай то, что дарит тебе радость. Смотрите-ка, вам реально нужно отдохнуть. Можно сделать пенку, видите, такую вот. В ванну себе налить пенку. Побалуйте себя. Что вы любите? Масочки поделать, вкусненькое поесть, куда-нибудь пойти в бассейн поплавать. Что вам нравится? Массажики. Поспать просто. То есть то, что нравится. Вот, так что так вот у нас получилось. Такие вот подсказки. Давайте, пока нету подсказок, посмотрим на следующую неделю, что нужно делать, чтобы неделя была хорошей, не нужно. О, Оксана Иванчевна зашла. Добрый вечер, Оксана. Приятного эфира. Можно подсказку на всех колодах. Да, давайте посмотрим подсказку для Оксаны. Потом сделаем на неделю, на следующую. Оксана Иванчевна. Так, подсказка для Оксаны. Будьте осторожны в словах. Смотрите-ка, будьте осторожны в словах. Это, наверное, на будущее вам подсказка, чтобы лишнего там ничего не сказали. Так, для Оксаны подсказка. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Тут, кстати, много про удовольствие сегодня, да, девчонкам советуют карты. Отдохнуть, доставить себе удовольствие, сделать что-то приятное, какие-то мелочи такие хорошие. Аннет, благодарю вас, тоже благодарю. Спасибо, что пришли на эфир. Так, у нас для Оксаны подсказка. Выходите из зоны комфорта, откройте дорогу к новым победам. Это для Оксаны подсказочка. Марина К. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Если нужна подсказка, пишите. Если подсказка на всех, пишите подсказка на всех колодах. У нас 5 колод. Если просто напишите подсказка, то на одной колоде. И подумайте о какой-нибудь своей ситуации, чтобы конкретная подсказка была для конкретной ситуации. Тогда она будет полезнее. Ну или просто на данный момент жизни. Смотрим для Оксаны Иванчевны подсказочку. Позаботься о себе. Ты у себя одна. Позаботься о своем здоровье и сделай себе что-нибудь приятное. Смотрите, как много всего приятного хотят, чтобы вы сделали. Оксана, это вам подсказка. Я с вами просто грибычи еще все слушаю. Или у меня опять сбылось. Сбылось? Поскорее уже сбылось хорошее, да, ведь? Расплатиться и накопить на то, что хотите. Подсказки на всех, пожалуйста. Да, Марина, да. Сейчас у нас для Оксаны. В прошлый раз было, что сам... Это да, понятно. Я поняла, Лидик. Сейчас посмотрим. Послание для Оксаны Иванчевны. Вот. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Если нужна помощь, попросите.
Если за очередь станет подсказка любовных отношений насчет Рустама, что делать? Колода по отношениям какая больше подходит? По отношениям я не знаю. Вам на всех посмотреть? Я могу на всех посмотреть этих колодок по подсказкам. Алена Клименко. У нас только подсказки бесплатные. У нас, если прям конкретный вопрос на какой-то рассмотреть, то у нас можно пройти по ссылке. Закрепленная ссылка есть. Там 150 рублей вопрос. Во время эфира только. Вот, можно задать вопросик. Или подсказки посмотреть. Одну какую-нибудь, Лидик. Хорошо. Сейчас тогда по очереди у нас Марина К, а потом Лидик. Угу. Вообще, про любовную тему, что там надо посмотреть? Что делать с ним? Что делать? Тут бы целый расклад бы сделать. Да? Вот, блин, можно было бы к нам встретиться, да, где-нибудь так, чайку попить, кофейку, и можно было бы раскладики поделать. Я, кстати, ходила так на одну встречу. Я сама так хотела сделать, но это сделали те тарологи, ну, там вот, я же рассказывала, была одна таролог, с которой я хотела встретиться, я только из-за этого пошла, только из-за нее одной, хотя их там было 4. Я вопросы задала только 3, одно не задавала, ничего не спрашивала, короче. Ну, мне просто вот интересно было поговорить. Именно поговорить вот с одной, например, просто и все. Чисто. Вот так бы тоже все встретиться, поговорить. Максим, привет, всем пишет. Привет, Максим. Марина Владис, да, можно подсказку. Подсказки, если нужны подсказки на всех колодах, пишите подсказка на всех. У нас 5 колод, посмотрим на всех. Вот. Если вопрос задать, то во время эфира можно пройти по ссылке, там 150 рублей вопрос. Или подсказку. Вы подумайте о своем вопросе, просто что вас волнует. Мы можем посмотреть подсказки. Можете написать подсказка на всех колодах. Мы посмотрим на 5 колодах. Вот. Так будет бесплатно. Сейчас для Марины К смотрим. Марина К у нас, потом Лидик, потом Марина Владис. Так, Марина К. Подсказка на всех для Марины К. На 5 колоду будем смотреть. Марина К. Подсказка. Настройтесь на удачу, смотрите. Я надеюсь, когда вы спрашиваете или пишете подсказка, вы думаете о каком-то своем вопросе. То есть что-то вас волнует или какая-то ситуация. Можете разные подсказки на разные вопросы посмотреть. Представляете, 5 подсказок. Вы можете просто на сейчас вам подсказка на жизненную ситуацию, может на работе, может на любовь, на отношения какие-то, видите, на какое-то дело там, ехать или не ехать, деньги дадут вообще, получу ли я, видите, у вас какое-то дело может быть, видите, настройтесь на удачу или учиться куда-то хотите, то есть вы можете в голове просто подумать об этом, и просто подсказка на эти выходные, подсказка на общение там с каким-то человеком. То есть можете что угодно просто. Вот 5 подсказок, вы можете на все разное, или на что-то одно, а тогда они будут дополнять друг друга, и этот вопрос с разных сторон можно будет рассмотреть. И вы задумаетесь, как бы. Вот. Поэтому я так советую, как бы вы сами решаете, конечно. Оксана Ивановна, благодарю вас за ваш труд. Я хотела поссориться уже, не буду ваши подсказки очень, кстати. Понятно. Не надо ссориться. То, что подсказки, кстати, это хорошо. Заходите, буду давать вам подсказки. Видела я этот вопрос, да. Давайте сейчас посмотрим, я уже мешаю. Уже начали мы Марине К смотреть. Потом опросик посмотрим, который за донатик был. Марина К, подсказка. О, сейчас не самое время. Тут как-то сделать небольшую паузу вам советую. Сейчас не самое лучшее время для новых идей. Сделай небольшую паузу. Сделайте небольшую паузу, видите? Здесь, видимо, новые идеи. Нужно обдумать, наверное. Нужно обдумать все. Сделать паузу. Марина К. Марина К. Подсказка. Смотрите, целый мир в ваших руках. Смотрите, какая подсказка. Целый мир в ваших руках. Подумайте об этом. Круто. Класс, да? Для Марины К. Подсказка.
Умерь свое эго, хватит зацикливаться на себе. Ты не центр вселенной. Вот вас почему-то вам так говорят. То есть не нужно думать все время о себе. Ну, то есть нужно думать, но не все время. Нужно, но не все. Сейчас еще подождите. Марина К. Послание из будущего. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Не ограничивайте себя. Запишите свои желания, мечты. Может, вы на какой-то концерт хотите сходить, там какая-то любимая группа у вас есть, куда-то поехать, что-то сделать, что-то купить, не знаю. Записывайте, не ограничивайте себя. Все может случиться. Вот. Марина Владис на всех. Угу. Почему-то аноним это, я посмотрите. Все, я сейчас вопросик смотрю. Сначала смотрим, кто задонатил. Это Ирина, да? Сейчас посмотрим. В профессиональной жизни и в семье. Сейчас посмотрим. Так, что у него происходит в профессиональной жизни и в семье. Профессионально. Сейчас тут посмотрим. Марина К. благодарю. Вас тоже благодарю, что заходите на посиделочки. Ставьте лайки, все ставьте. Мне будет приятно. Ну, если вам хоть немножечко понравилось. Сейчас мы смотрим вопросик. Так, что у него происходит в профессиональной жизни? Так, что у него происходит в профессиональной жизни? В профессиональной жизни башня. Знаете, как будто... Ну, вы понимаете, наверное, башня — это когда могут уволить вообще с работы нафиг. Это когда может какой-то проект не получиться, какое-то препятствие на работе. Тут что-то... Или могут почистить этих руководителей, должности, то есть перетрубация, там пришли новые начальства и начали всех там, кого куда, новых своих людей приводить. То есть на работе какая-то засада, где очень тяжело сейчас, и, возможно, чистят людей, то есть новых будут приводить, чистят, увольняют, сокращают, что-то такое может быть на работе. Или что-то очень такое серьезное, типа ссоры, или, ну, как будто люди уходят. И что-то рушится. Что-то вот, я не знаю, что там не получается. Сейчас посмотрим, что там. Ну, вообще, вот это вот то, что разрушается и уходит, это может быть, это так и должно быть. Может быть, это ну, чтобы новое построить, что-то уходит, то, что должно, может быть. Сейчас посмотрим, что там, что разрушается. А здесь какое-то дело было непонятное. Вот какое-то вроде, какое-то перспективное дело, какое-то перспективное, что-то такое вот достичь классное, то, что хочется, но не было понятно как. И вот эта вот неясность, кстати, вот это вот то, что неясно было, как это решить, не хватало информации, вот это уходит. Ну вот и как раз нормально все. Разрушается какая-то ситуация, где не было ясности, где не было четкости и плана не было какой-то, ну вот, чтобы решить что-то, здесь не хватало много чего, каких-то данных, информации, что-то скрыто было от человека, что-то он не знал, и вот это вот уходит. Может уйти какой-то человек, который такой мутный, с которым непонятно что, да, информация может быть какая-то, ну, как будто он узнает о человеке, что, ну, как бы человек уходит и уходит, с ним не будет он работать, и человек мог его подвести, это и хорошо, что он уходит. А приходит то, что к нему придут новые люди, или кого-то нового возьмут на работу. Ну, в общем, какие-то новые у него будут по работе
Короче, который человек ему мешал в его действиях, он уходит. А придут какие-то новые люди. У него есть какие-то планы, он чего-то хочет добиться, заработать там много всего, да, ему нужны клиенты, например, и к нему будут приходить клиенты. Вот тот человек, который вот воду мутил, непонятно, что было, он уйдет, и он им манипулировал, там как-то вот эту ситуацию, все. Ладно, этот, в общем, плохой уходит, хороший приходит. Все будет нормально. То, что разрушение, это к лучшему получается. Башня, это к лучшему. Это чистит его пространство сейчас. И уходят те люди, которые должны уйти. Вот человек это как раз какой-то уйдет. А придут новые знакомства, новые коммуникации. Кстати, он может заработать деньги, он может стать хорошим специалистом. Ему главное не отказываться. Ему главное, вот приходят возможности, ему надо их брать. Даже если он думает, что... Да нет, он не будет про это думать. И у него, в общем, будут силы на все это, чтобы это все решить. Будет, если нужны клиенты, будет много, и пусть никому не отказывают, пусть их будет много. Потому что это как бы долгосрочные отношения, очень хорошие перспективы. Может быть, не все из них, но, по крайней мере, одни, он сможет с ними хорошо заработать. Поэтому нужно всех держать, нужно всех... со всеми общаться, потому что не знаешь, где выстрелить. Все предложения нужно рассматривать, все, которые будут приходить. Потому что тот человек, который мешал, он уходит. И даже может ссора быть какая-то или что-то такое, но, в общем, кто-то уйдет, и это к лучшему. Что бы ни случилось, кто-то, может быть, кого-то уволит, или я не знаю, что все равно, в общем, расстаются они. Или поставщики, я не знаю просто, с чем работа связана. Поставщики, может, какие-то уйдут, которые обманывали там его, да, что-то не додавали. Бывает недовес, бывает пишут одно, как бы платят за другое, что-то такое вот. Я просто не знаю, какая ситуация, что там происходит. Зачем человек уходит? И все. И он может реализовывать все, что он хочет. Хорошо бы, если ему кто-то помогал, ему вот поддержка бы очень помогла. Поддержка друзей, там женщины, которые рядом, возможно, вот ему было бы здорово, если бы кто-то ему помогал бы. Тылы бы его охранял. Женщина или мужчина? Мужчина мешал. Потому что здесь выходит манипулятор, и вот такой вот мужчина, и тут еще луна выходит. Здесь мужчина, маг и как бы этот, здесь мужчина. Женщина нет, не мешала, мужчина тут как бы мешал какой-то. А он, возможно, каких-то ошибок наделал, этот мужчина, кстати, и хотел потащить за собой и этого, того подставить, как бы хотел. Перед кем-то хотел, ну, я-то у меня, ну, как бы вот. Ну, уходит этот человек. Ему не хватает, да, ему было бы классно, если бы ему поддержка, ему помощь нужна, поддержка. Знаете, у него как будто уходят какие-то правила, какие-то ограничения, вот это вот все уходит. Какая-то женщина ему будет помогать с работой, ему поможет, если женщина будет помогать. Может быть, та женщина, которая дома его будет поддерживать, но которая будет его помогать и стоять с ним заодно, на его стороне. Вот эта вот поддержка вот ему нужна, это ему будет помогать очень. Потому что у него такая ситуация, когда вот что-то не получится, что-то произойдет, да, как будто его тут обманули, что-то сделали, там он ждал одно, а тут другое. Ну, как бы вот ему нужна будет поддержка. Вот это ему поможет намного быстрее идти. Да, двигаться вперед. Ну, в общем, это поможет ему пережить вот это все, какую-то неприятную ситуацию и пойти дальше, как можно быстрее. Все было и было, забыл, там, сделал вывод и пошел, как бы я все смогу. Вот это вот ему поможет. Он намного быстрее пойдет в развитии, в профессиональной. Просто я говорю, я не знаю, вот это надо рассматривать каждую профессию, ситуацию был конкретно. Ну, вот тут так. В семье у него. Что в семье? Что у него в семье сейчас?
Ну, я не знаю, есть у него дети или нет. Это может быть означать как дети, ребенок, да, или какие-то приятные разговоры в семье, как романтика, вот это вот есть внимание, когда целовашки, обнимашки, когда приятные слова говорят, уходят, приходят, когда такое вот общение. Вот. Или ребенком занимается. Оберегает его, старается, чтобы все было хорошо, свои ошибки знает, поэтому может предугадать, что с ребенком может произойти, поэтому как бы заботится о ребенке. Вот это сейчас в жизни, это ребенок его наполняет, дает ему очень много эмоций положительных. Кстати, ну в доме у него тут все хорошо. Что это значит? Его может что-то не устраивать, да, вот в том, что происходит. Что-то нужно ему прояснить с женой. Какие-то недоговоренности есть у них с женой. Надо что-то ему поговорить, выяснить, что-то вот какие-то сомнения. Еще тут какая-то женщина. Почему-то две женщины получается у него. Занимается ребенком, да. Занимается ребенком. Ну, как будто, не знаю, у него как будто две женщины. У него жена-то выпадает, жена выпадает. Но женой его ожидает какой-то разговор. Какие-то действия, которые вот что-то вот надо им выяснить, поговорить. Ну, может быть, что-то семейное, что-то нужно решить. Может, поехать куда-то или что-то там. Они ищут, неясно какая-то ситуация. Вот они будут ее решать. Касается каких-то границ, ограничений. Может, они куда-то поехать хотят. Поехать, переехать. И тут еще какая-то женщина. Ну, возможно, из прошлого какая-то женщина. Тут как бы расстояние между ними. В общем, какая-то еще женщина выходит, с которой вроде как классно общались, но потом расстались. Расстались, и все, он занимается семьей, как бы вот. Ну, видимо, он иногда и тоже думает о ней. Поэтому вышло две женщины. Так-то он занят семьей. Но вспоминает какую-то женщину, с которой расстались, которая на расстоянии. С которой ему было интересно, хорошо. Вторая женщина, это я, может быть. Может быть. Вот у него две женщины выпадают. С женой что-то будет выяснять он. А вот которая вторая женщина, может быть, это вы. И вот он вспоминает о каких-то хороших временах. Что-то хорошее, приятное. Он вспоминает как приятные моменты. Так, не могу найти, что это за диджей. Так, нажала другого, первого попавшегося, в общем. Мы не общаемся. Так он сейчас занят семьей, потому что вы не общаетесь. Но в мыслях у него две женщины. Вы можете с ними не общаться. Тут нет общения. Сейчас я посмотрю еще раз тут. Счастлив ли он? Счастлив ли он? Счастлив ли он? Выпадает ребенок. Он счастлив, вот занимается ребенком. Ему доставляет большое счастье, это вот его ребенок. Тут и все внимание, вся любовь, все, видите, идет ребенку. Все, ну как бы его счастье вот в ребенке.
что ему не хватает в семье, он как будто ограничен в семье, как будто у него, видите, как руки связаны. В семье ему не хватает свободы действия. Больше свободы, больше руководить, больше контролировать. Это ему не хватает, он как будто в ограничениях. Его там как будто ограничивают. Туда не ходи, сюда не ходи, куда пошел, зачем это. То есть, какой-то контроль, он бы не хотел такого контроля. Вот. Жена для него очень важна. Жена для него очень важна. Он ей всегда будет помогать, всегда. Так и будет. Это очень важно она для него. Вот. Но свое счастье он видит в ребенке. Больше в ребенке. Она для него очень тоже значимая, кстати. Он к ней прислушивается много. Вот. Сейчас подсказку посмотрим. Подсказка. Так. Подсказка для Ирины на этот вопрос, по этому вопросу, да? Вот, подсказка. Вы творец своей судьбы и удачи. Такая подсказка для вас. Вы творец своей судьбы и удачи. Юсуф, добрый вечер, Юсуф. Увидела только что. Добрый вечер. Теперь Лидик у нас, Лидик. Любовные отношения насчет Рустама, что делать, да? Какая по отношениям? Не знаю, какая по отношениям. Послание из будущего может посмотреть. Нет, это подсказка Вселенной, а потом послание из будущего, да? Что сделать? Подсказка. Лидик, для вас подсказка. Что делать насчет любовных отношений? Вот, сделайте передышку. Я так и знала, что тут не все будет понятно. Надо будет сейчас я тут переключусь. Вот. Так, для Лидика насчет Рустама, насчет любовных отношений. Что делать? Не зацикливайся, отпусти ситуацию. Смотрите, в общем, вам советует Лидик послание из будущего. Вот послание из будущего. Не зацикливаться насчет Рустама. Отпустите ситуацию, все разрешится наилучшим образом. Как бы подсказка такая. Вот. Сделать передышку, не зацикливаться, отпустить. Вот так вот. Да, надо не зацикливаться. Да, еще у нас 3 колоды есть. Я могу для вас посмотреть, Лидик, и на остальных, конечно, если надо. Вот. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо, что на эфирчик приходите. Он доброе утро пишет, сам о себе напоминает. Но это он не только сам о себе напоминает, это значит, он о вас думает. Он бы так просто не написал. Если бы он о вас не думал, он бы не написал, я вам точно говорю. Поэтому вот он о вас думает. Ну, вы тоже отвечаете, как бы. Он пишет, и вы пишете, как бы. Но не активничайте, как бы. Все будет нормально. Этот мужчина сам проявится, если захочет. Я, кстати, про тот сайт спросила знакомств. Расклад бы. Да, расклад бы, да. Вопросики бы накидали. Можно было бы посмотреть. Вы можете написать, кстати, под каким-нибудь видео, под любым вот этим вот эфиром. Вы можете написать какие-то, правда, для общих раскладов, вы можете написать какие-то вопросы, какие-то темы, там, что нужно посмотреть, что бы вы хотели, что в общем раскладе там посмотреть, какие вопросы вы бы хотели там раскрыть, да, как бы вот, чтобы можно было, но это будет общий раскладик, конечно, вдруг что-то там вам тоже
как бы попадется. Вот можно и так сделать, как общий расклад. Просто тему закиньте. Давайте дальше посмотрим. Марина Владис. Марина, вы можете подумать о вашем вопросе, да? Какие-то направления, куда вы что хотите, и будет подсказка. Можете что-то одно выбрать, можете на разные подсказки, что-то разное. Так, для Марины Владис подсказка. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. А вот от этого в первую очередь надо избавляться. Вообще об этом не надо думать. Так что вот первая подсказка. Так что все получите. Не надумывайте. Для Марины Владис подсказка. Сейчас не самое лучшее время для новых идей. Сделайте небольшую паузу. Вот такая подсказка. Понятно. Картинки присылает. Знаете, я могу сказать, что здесь два варианта. Или он присылает это не только вам, или он о вас думает. Но он о вас думает, это в любом варианте. Ну, как бы в любом. То, что он о вас думает, это 100%. Вот. Просто так он бы не стал, кому попало, тоже как бы отправлять. Я имею в виду, может, еще с сестрой он тоже так общается. То есть... Оксана Бочмага. Добрый вечер. Можно подсказки? Да, Оксана, можно. Возможность новых отношений. Можно подсказки. Все, значит, на всех. Хорошо. Сейчас мы смотрим для Марины Владис. Для Марины Владис подсказка. Освободите проблему от эмоций. Останется просто ситуация. Видите, не нужно переживать. Просто ситуация. И все, эмоций нет. Включите. Примите там, поймите, что там какая-то ошибка, может где-то что-то, да? Или там просто не эмоционируйте, может вы переживаете за что-то. И вот тогда четко увидите план. То есть, когда мы переживаем, волнуемся, получится нет идти или нет, это как бы эмоции. Это когда мы четко решаем, что мы будем делать, какой цели мы хотим достичь. Составляем план, то есть холодной головой, разумом, без эмоций. Тогда все можно решить. По крайней мере, в вашем случае, по крайней мере. Марина Владис. Так. Ой, тут вам говорят, что ты не в лучшей форме, ты горячая штучка, это факт. Приведи себя в порядок, пусть все увидят, какая ты на самом деле. Видите? Займитесь собой, посмотрите, как вы одеваетесь. Может, волосы надо чуть-чуть подкрасить, подстричь, то есть что-то внимание себе уделить, что-то такое показать, что вы уверенности вам надо, уверенность. Внутренняя такая, чтобы вы показали себя. По энергетике, чтобы понятно было, что вы, кто вы, как вы хотите, что вы, чтобы вам верили, чтобы вам вот как-то к вам шли, не знаю. То есть покажите себе, какая вы есть. Вы же на самом деле, поэтому не стесняйтесь. Прям в точку. Так, Марина Владис. Послание из будущего. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал себе. Ой, тебе помогал. Ну, в общем, сам себе, чтобы себе талисман вам помогал. Выберите себе какой-то талисманчик. Когда выбираете талисман, вы можете подумать, вы даже можете сказать желание, на что, за что там, как бы то, что на защиту, чтобы защищал вас там, да, чтобы у вас все было хорошо. И носите его с собой. Вот. Так. Юсуф не попросил подсказку. Юсуф.
Можете написать подсказка или подсказка на всех, если нужно на всех. Оксана Бочмага. Анна Баировна, 22, подсказка. Анна, если нужна подсказка на одной колоде, то просто подсказка. Если хотите на всех, то пишите подсказки на всех. Да, всех. Вот. Ну просто мало ли, как бы, я могу и на одной дать, но просто вам, наверное, лучше будет, когда или со всех сторон рассмотреть ситуацию, или несколько выбрать, ну, как-то ваших вариантов, направлений. Так, для Оксаны смотрим. Оксана 54. На возможность новых отношений. Подсказка. На возможность Оксана 54. Смотрите, вам нужно избавиться от мрачных мыслей. То есть у вас энергетика такая, что вы думаете, ой, там, ну, может быть, вы так думаете, что не познакомлюсь или не понравится, или все что-то как бы не получится уже. То есть вам нужно избавиться от мрачных мыслей, потому что эти мысли вы материализуете, то есть то, что вы хотите, вот это даже то, что боитесь, оно будет вокруг вас. Нужно думать о хорошем, что вот, я такая классная, мужчина на меня обращает внимание. Да, тут я сейчас быстро познакомлюсь, вообще начнем общаться, там, ну, такой вот, главное настрой, не обязательно сразу серьезные отношения, можешь просто общаться как друзья, что-то новое узнать, там, да, путешествовать вместе, ну, мало ли, не знаю. Ну, нет, новые отношения, конечно, значит, надо новые отношения рассматривать. Ну, как бы нужно увереннее, что все получится. Вообще мысли гоните прочь, вообще плохие там. Так. Для Оксаны подсказка. Ой, а маленькая колода вам сегодня ничего не говорит. Нет, не сегодня. Нет, не сегодня. Вот сегодня они не хотят. Бывает такое в маленькой колоде, бывает. На возможность новых отношений для Оксаны. 4 Оксана. То, что другие люди думают о вас, это их реальность, но не ваша. Не заморачивайтесь, смотрите. То, что о вас люди другие думают, это вообще не ваша проблема. Это их реальность, но не ваша. Это они так думают, они в этом мире живут, и это вас вообще не касается. Видите, не заморачивайтесь. Вот. Ваша реальность – это ваша реальность. Они там пусть сами как хотят, что хотят. Мне тоже некоторые люди, например, могут обо мне сказать разное, потому что я со всеми людьми разная. С одними я лучше промолчу, вот. А с другими я могу поболтать, как бы, вот. Поэтому каждый скажет обо мне разное. Это нормально, не заморачивайтесь. Марина Владис, так люблю вас что-то спрашивать, прям всегда так все точно объясняете, так от души вникаете. Кажется, такой человек вам не безразличен. Спасибо вам. Спасибо, Марина, за добрые слова. Мне не безразличен каждый человек, да. Особенно если я вижу, что человек старается, хочет, чтобы все получилось. Я хочу, чтобы на Земле было как можно больше, не знаю, счастливых людей. Не только на Земле, на других планетах тоже. В общем, даже если тут будут подписаны с других планет, люди, не люди, там какие-то существа живые, я буду рада. Я хотела бы поддержать всех, чтобы все были счастливы. Потому что, когда человек счастлив, это просто, не знаю, это классно. Ты можешь дарить счастье другому человеку, ты можешь подойти его обнять. Вот было плохо, я там обняла, у человека все прошло, как бы, ну, поддержка – это очень важно. Когда человек счастлив, блин, то все хорошо, и вокруг все хорошо, и как бы у всех пусть все будет хорошо. Вот. Сплошной позитивчик, Оксана пишет. Ну, да, и поэтому, когда меня люди некоторые узнают получше, они не хотят меня отпускать. Это очень часто бывает. Но я люблю свободу. Вот, но вас тоже всех люблю. Так, давайте будем дальше смотреть. Для Оксаны подсказка. Ты чертовски восхитительна. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. Такая вот подсказка. Тут вам прям комплимент. Видите, прям комплименты вам говорят. Прям самое лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты.
Так, для Оксаны послание из будущего. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся, всему свое время. Видите? Пусть все идет своим чередом, не торопите ситуацию, не торопите что-то получить. Вам сейчас нужно, если у вас есть время и вы не можете ускорить желаемое, то просто займитесь собой, займитесь, наслаждайтесь, отдыхайте, проведите это время как-то с пользой для себя. Вот, как бы все будет, но чуточку позже, видимо, еще не время, что-то там не сложилось еще как надо, нужно подождать. Вот, но все будет, но нужно, вам говорят, ни о чем не беспокойтесь, всему свое время, все будет нормально. Живите, наслаждайтесь, как есть, потом бац, оно время и пришло, как бы не успеете оглянуться. Вот, спасибо, Оксана, вам, спасибо. Так, Анна Баирова. Анна. Знаете, у нас в Питере, вообще-то вспомнила своего шефа, генеральный директор. Вот, я у него там и секретарь была, и кем только это, в общем, на своей должности работала, и куча всяких, как личный секретарь. Но дело в том, что, такие отношения были просто вот, как бы, по-человечески общались. И вот шеф тоже иногда у нас спрашивал, у нас всего 2 было девушек, я, и потом я попросила, чтобы мне взяли помощника, мне было тяжело, мне взяли женщину. Вот. И, короче, он такой был мужчина, который, не знаю, почему вспомнила, он у нас спрашивал, а вот там какая-то ситуация серьезная, все будет хорошо же, да? Расскажи, как вы чувствуете? Я говорю, полный капец, что? Он знал, что девчонки, вот женщины, у них интуиция хорошо работает. Вот у вас у всех, у мужчин тоже. Вы не думайте, что у мужчин нет тоже. Просто у женщин они более чувствительные, хотя не факт, мужчины тоже есть чувствительные. Но, в общем, у женщин интуиция очень хорошо развита. Поэтому мужчина даже спрашивал у нас, как это будет, как вы думаете, как вы чувствуете, получится ли у нас вот то, что мы задумали, например. Мы же знаем по работе, что там происходит. Даже спрашивал так совет, представляете? Потому что он знал, что женщины, они чувствуют, и они правду, они чувствуют, как будет, как видят, и людей чувствуют. Он нас просто часто спрашивал, почему вспомнил, не знаю. Он постоянно с девчонками хорошо с женщинами общался. Поэтому, кстати, к нему и энергия вот эта денежная шла от женщин. Давайте дальше. Что-то я отвлеклась. Прислушивайтесь к себе. Не знаю к чему, может кому-то надо. Анна Баирова. Для Анны подсказка. По финансам подсказка для Анны, да? Забудьте о страхах и сомнениях. То есть, видите, вы можете разрулить свою тему по финансам. Все может решиться. Просто не нужно сомневаться, не нужно бояться, не нужно надумывать. Нужно поставить цель, создать. Хочу план, не знаю, почему хочу так сказать. Создать план, написать план, составить, как реализовать то, что вы хотите. Хотите накопить там то, все, надо искать выходы, надо думать как, если больше заработать, как это можно сделать. То есть, нужно вашу ситуацию рассмотреть просто конкретно. Какой у вас вопрос? Для Анны подсказка. Маленькая колода не хочет, не сегодня, не знаю. В общем, не хочет. Посмотрим на остальных, на других. Так, для Анны Баировой по финансам подсказка. Любите себя, перестаньте искать причины, по которым вы недостаточно хороши. Не ищите в себе недостатки, причины какие-то, не ищите. Нет никаких причин. Если что-то получилось, то так получилось. Не думайте, что вы не сможете, то, что вы хотите, что что-то у вас не так, что что-то не то. Это все ерунда. Для Анны подсказка по финансам. Ты делаешь себя сама. Никогда не поздно стать такой, какой тебе хочется быть. Вот. Так что подумайте, что вы можете сделать. Только же от нас зависит дальше, как мы относимся к себе, к своей жизни, что мы делаем или не делаем.
лежим пузиком кверху там, или нет, или пресс качаем. Мне вот, кстати, надо пресс покачать. Вот, но я себя жалею, устаю, ой-ой-ой. Ну, в общем, Анна Баирова. По финансам. По финансам послание из будущего. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Вот это, кстати, хороший совет для всех. То есть, видите, не ограничивайте себя. Видите, у вас границы, как будто вы в комнате, вы не можете, стены вокруг вас. А на самом деле весь мир перед вами открыт. Вы можете пойти куда угодно. Подумайте о своих желаниях. Что бы вы хотели? Как это можно реализовать? Как это можно быстрее реализовать? Может, это займет год-два, например, но вы этого добьетесь, да? Ну и не будете вот так вот сидеть и ничего не делать. Надо делать. Даже если составите план, это уже начало, это уже шаг вперед. Вот, так что удачи вам, Анна Баирова. Благодарю вас тоже. Так, ну что, подсказки все, закончились? Подсказки, если все получили подсказки, давайте посмотрим на следующую неделю общий расклад. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошей, и что не нужно делать, чтобы неделя была хорошей. Смотрим, чтобы неделя удалась, чтобы все было хорошо. 3 позиции будете, можете загадать любую, 1, 2 или 3. Первая позиция, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Так, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь нужно много думать. Здесь у вас какие-то страхи могут быть, здесь какие-то мысли могут быть, какие-то планы. Их нужно все обдумать. Их нужно все обдумать, знаете, для чего? Для того, чтобы понять, что это все как бы можно реализовать, можно обойти, этого может и не случиться. То есть здесь у вас какие-то будут страхи, которые вы себе можете напридумывать. То есть вот, если я так сделаю или не сделаю, может случиться так и так, но этого может и не случиться. Вам нужно об этом подумать, об этих страхах, и подумать, как вы можете это обойти. То есть если, например, я вот могу опоздать на какую-то встречу, что-то там еще, то есть что вы можете сделать? Вы можете позвонить, там предупредить. То есть нормально к своим страхам относиться. То есть как вы можете эту ситуацию переиграть, чтобы у вас все получилось. То есть то, чего вы боитесь, это может и не случиться, но вы должны быть подготовлены. То есть подготовьтесь, что вдруг это случится, что вы будете делать, как вы будете делать. Все, страхи ушли, вы уже знаете, как действовать, появится уверенность. То есть придет там какая-то проверка, да, вы что-то боитесь, ну подготовьтесь к этому, ну придет, ну чё ж, ну подготовьте все документы, ну что там, разговор с неприятным человеком может быть, ну как подготовьтесь к этому, ну вы знаете, что он такой человек, вы знаете, что ему нужно. Как бы, когда вы знаете, что ждать, вы уже полдела сделали. Что не нужно делать, не нужно много болтать, много лишнего говорить, кому-то что-то писать, личную какую-то информацию сливать. Не нужно никаких быстрых действий, резких таких действий, неожиданных. Здесь нужно вот именно вот эти, то, что страхи будут в вашей голове, это для того, чтобы вы подумали и подготовились. То есть вам нужно все это как бы решить проблему в голове и быстро не действовать, не принимать решения быстро. Если вам скажут, вот давай ответ прямо сейчас, вот надо прям срочно, прямо сейчас, вот да, нет, давай быстрее подписывай, сейчас другому отдадим, вы возьмите время на подумать. Если так делают, значит что-то не нужно это. Да, смотрите, если вы быстро примете решение, то это как бы вам же потом вернется не очень хорошо. Это нарушит ваши границы, это вас в какие-то зависимости может вогнать.
и вас могут обмануть. То есть вот если вы сомневаетесь, то лучше подумайте. Смотрите, если вы быстро примете решение, да, давайте я подпишу документ, давай я соглашаюсь, все, тут идет обман, нарушение ваших границ, и, возможно, еще на вас что-то повесят, и вы будете потом расплачиваться. То есть нет, вы сначала подумайте, прежде чем решите, лучше возьмите тайм-аут. Подумайте, а если вот так, если вот может случиться вот так, ну давай поговорим, вот, например, с человеком, что-то вам предлагает, вы сомневаетесь, обговорите эту ситуацию, и вы поймете в разговоре, надежно это или ненадежно, или это просто вам что-то там лапшу на уши вешают, то есть чтобы вас не обманули. Вторая позиция, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Прислушиваться к своей интуиции, делать то, что вы действительно хотите, то, что вам приносит удовольствие, заниматься творчеством, заниматься рисовать, петь, что вам нравится, заниматься тем, что вам нравится. Вязать, может быть, нравится, да? Что-то такое вышивать. Каким-то своим творчеством занимайтесь, то, что вам приносит море удовольствия. Машину помойте, если вам кайф от этого, там фары протрите, не знаю. Что-то такое, что вам нравится, там, так вот этим надо заниматься будет. И если это касается работы, то работайте, знаете, с творческим подходом, что-то такое, творчество и интуиция должно быть, и наслаждение. Прислушивайтесь к своей интуиции, к тому, что вы хотите. Что вам не нужно делать? Вам не нужно соглашаться на несерьезные свидания. Вы можете на свидание пойти, да, но если там что-то несерьезное, то есть легкомысленно себя на свиданиях не ведите, если что. Не принимайте сомнительные приглашения куда-то на какие-то встречи, свидания. Особенно поздно вечером, лучше не надо, можно днем встретиться, а почему бы нет, а почему ты хочешь вечером, что у тебя там, да, что у тебя там в голове, что-то не то, слишком поздно, да, там куда-то чего-то, нет, если сомневаетесь, не надо, свидания должны быть надежные, в общественных местах, где много людей, то есть не нужно общаться и слишком много не слушайте, что вам говорят, потому что могут там красиво говорить, там, что по работе, что в отношениях, много красивых слов, а действий никаких, все Все, что сказал, это максимум, что он может, человек, обещать. Третья позиция, чтобы неделя была хорошая, что нужно делать, что не нужно делать. Третья позиция, что нужно делать, чтобы неделя была хорошей. Вам нужно будет проверять всю информацию, которая приходит к вам, все документы хорошо проверяйте. И если вы принимаете на работу человека, которого не знаете, посмотрите в интернете его страничку. Посмотрите, он там просто бывает человек, бывает даже такие фотки выкладывает, где он там с алкоголем, где он в неадеквате, такой То есть, вы сразу поймете. То есть, если вы принимаете на работу человека, соберите о нем информацию. Если вы какое-то хотите принять решение, то соберите побольше информацию, прочитайте внимательно документы, которые будете подписывать. А если вы идете в какую-то организацию, разузнайте о ней получше, отзывы почитайте. Поэтому... Если вы, что бы вы ни делали, с человеком с новым познакомились, кто-то вас приглашает куда-то, общаетесь вы с кем-то, то есть узнайте побольше про этого человека, узнайте, как он ведет себя в разных ситуациях, смотрите, на каких вы этапах отношений еще. Тут тоже. Посмотрите через интернет, вы же можете понаблюдать за человеком. Это же сейчас очень легко, пошпионьте немножко, я не знаю, какая ситуация, но тут надо больше информации, прежде чем что-то принять, сделать, действовать, больше информации разузнайте. Как вам не нужно действовать? Вам не нужно действовать импульсивно, вам не нужно действовать на эмоциях. Вам захотелось что-то сделать, вы это сделали, вам не нужно это делать. Вам нужно все хорошенько продумывать, прежде чем вы будете действовать. Тут по этой карте собрать информацию, очень хорошенько подумать, разложить все по полочкам, составить план. А так легкомысленно что-то купить, деньги потратить, что-то там пойти сделать, подписать, наобещать, не знаю. То есть вам не нужно никаких таких легкомысленных поступков не делайте. Импульсивных таких, все, хочу, например, не надо.
Не надо. Узнайте, когда будет распродажа, скажите продавцу, скажите, там вот это мне отложи, когда будет там скидка, мне, короче, позвоните, там шоколадку куплю. Ну, как бы, ну, подумайте, как это сделать. Ну, вот, как бы, вот. Добрый вечер, ставьте лайк. Юсуф, добрый вечер. Если нужна подсказка, вы пишите, что подсказка. Я вам посмотрю. Если на всех, пишите на всех подсказка. Была картинка, звука почему-то не было, что-то запаздывает, что ли, или что тут. Посмотрим. Сейчас посмотрим вопрос, который задонатили. И переключим музыку. Я эту музыку всегда переключаю. Я, правда, не знаю, что сейчас будет, какая включится. Так, будем смотреть вопросик. Думает ли он о вас, да? О том, чтобы возобновить общение с вами. Угу. Так, думает он, чтобы возобновить... Так, чтобы возобновить общение. Будет ли возобновлен? Да, ну у вас тут борьба, у вас тут каждый хочет доказать свое, что он прав, и каждый, знаете, вот в ваших отношениях каждый хочет как-то вот, видите, у вас как борьба как-то, соперничество какое-то. Да, кстати, ссора на какой-то, видите, эмоциональной волне, на такой интимной, может быть. Блин, ну вот мне показывает, да, что произошла ссора там, да, и что вот как бы вы, вот теперь все, каждый у себя в домике сидит, и никто ничего, тишина, короче, никто не хочет выходить. Здравствуйте, да, Даргарин. Так, сейчас посмотрим. Не знаю, у него в мыслях как бы он ушел, показывает то, что как бы что у него в мыслях, уход. Сделает ли это на самом деле? Он говорит, мне решать. Засранец. Сейчас. Давайте на другой колоде. На этой колоде он обиделся. И, короче, он типа я решаю. Я сам. И, в общем, он... Это еще сидит, вот эта вот ссора сидит у него в голове. И он думает, что все. Расставание. Он так решил. На другой колоде. 4,4. Что он думает? Видите, он расстроенный, и все, он теперь, типа, он расстроился, вот так вот сидит, все, я обиделся. Ну, как-то вот так вот. Я обиделся, расстроился, все, мне это не надо такое, все, ничего не хочу, никого не пущу, ничего не хочет, ничего больше отношений не хочет. Приезжать не хочу, встречаться не хочу, все, я теперь буду делать все как правильно, что такого делать, все, не хочу. Я принял такое решение, вот так вот у него. То есть никаких встреч не будет, все, я такой весь порядочный, такой весь прям вот, я весь в делах своих семейных, вот я так решил. Ну это... Все теперь, типа он так... У вас как будто противоречие такое, вы как будто боретесь друг с дружкой. Боретесь. Сейчас посмотрим.
решил закончить или нет? Он решил закончить отношения. Он закончит отношения. Сейчас вот он закончил отношения. Ну, я бы не сказала, что он закончил отношения. Он хитренький, он что-то хочет такое вот придумать. Нет, он не закончил отношения. Он как-то, видите, хитро хочет продумать какой-то новый план. Как-то новый план какой-то у него. Не закончил он еще. Он хочет заново начать эти отношения. Но почему-то он не хочет по-новому их переводить на новый уровень, по-новому не хочет. Он как будто как раньше хочет, но медленно опять вот это вот начать. Хочет все-таки быть, хочет так, как он хочет. Не так, как вы хотите, так, как он хочет. Он хочет развивать отношения, как он хочет. А как вы хотите, вот ему это, он это не понимает. Ему как бы это вот как-то вот... Для него это нереально, что для него это какая-то... Вот для него это несерьезно. Вот он считает, что для него и важно только его. И он вроде как появится еще. Чтобы нервы помотать, появится. Ну, знаете, он как-то хочет сделать такие действия, движения такие. Он приедет, да, ну, в общем, нервы хочет вам помотать, в общем. Он объявится, все нормально, что время, что вы время провели, такая цель будет у него, провели время вместе, любовь, морковь, возможно, интимное что-то такое будет, да. И вот так все будет хорошо, такой победитель. Потом он пропадет, потом он будет появляться и пропадать, кстати. И это чтобы держать вас в зависимости как-то от себя. И все равно он не будет с вами. Вот это вот так и будет вас туда-сюда дергать, я говорю, нервы вам мотать. И также у вас будет борьба, вот это вот происходить, то, что у вас не будет как бы согласия. Да, не будет согласия. Он как бы свое, вы свое. Зачем он вам нужен? Зачем он вам нужен? Чтобы нарушить вашу идиллию, чтобы покачать вас на лодке неравновесия, так сказать, упадете, не упадете. Он для того, чтобы вы научились ждать, да, ну как бы вы ждете, потом вам это надоело, чтобы все перевернули нафиг и все сделали по-новому, по-другому, даже если тяжело. Чтобы вы сами научились уходить, а не он. Он будет к вам все равно будет возвращаться, как раньше он захочет возвращаться. Но вы должны это все отсечь сами. Но это будет тяжело, вас это, кстати, будет расстраивать. Он вот для того, чтобы вот вашу тихую гавань, как говорится, вот, чтобы там устроить волны, чтобы вас понервировать, вот, как вот для этого, что-то он как-то вот, чтобы вы что-то поняли и сделали, сами приняли решение. Тут вы должны действие какое-то сделать, не от него. Нет, он не сможет уйти и больше не появиться. Он не сможет уйти и больше не появиться. Он уйдет, потом появится. Вы вроде как бы надежду вам даст, а потом опять. Туда-сюда, туда-сюда. Вообще будет, ну вот нервы будет только трепать вам. Тут нет постоянства, тут вот есть такое вот. Делает, что хочет, а у вас непонятно что. В подвешенном состоянии будет вас держать. Ну, уйти он не сможет, он так и будет приходить.
Вот что вы можете с ним сделать, это как бы дать ему шанс побыть одному. Он потом объявится, будет сообщение вам писать. Его действия вас будут расстраивать, и все, что вы можете закончить. Вот как бы вы можете дать ему шанс побыть одному, да, проявиться как-то к вам, да, да, вот, но то, что он будет вам говорить, и то, что он будет вот это все только слова вас, это будет расстраивать, никаких действий не будет. И что вы можете сделать, ну как бы вы можете это все закончить, когда это вас достанет все, когда совсем надоест, вы можете это закончить, тогда... Но это определенный опыт, который закрывает вам, кстати, дорогу идти дальше. У вас тут выбор, вы должны сделать выбор. Карта выбора, смотрите, тут вот двойка выбор, вот это тоже выбор, прям у вас, прям вот выбор. Это и определенный опыт, это вам для опыта. Ну да, это определенный опыт, это информация, что нужно делать, а что не нужно делать. Чтобы вы видели такие отношения, которые как бы не нужно лучше начинать. Это опыт определенный. Да. Подсказка вам на эту ситуацию. Доведите до конца начатые дела. Доведите, вот такая подсказка. Расставьте все точки там, вот. Ну, в общем, примите решение. Что-то вот. Доведите до конца начатые дела. Вот. Кому подсказки, пишите подсказка. Давайте посмотрим общий расклад. Будет 10 посланий из будущего. Вы можете заказать какую-то ситуацию, какого-то человека, то есть как с ним общаться, да, например. 10 будет посланий из будущего. Можете загадать несколько. Я донат отправила, Аннет. Ой, извините. Сейчас посмотрим. Аннет, точно. Смотрим Аннет. Хорошо, что сказали. Это правильно. Так, сейчас посмотрим. Какие положительные стороны моей личности стоит обратить внимание? Так, на какие положительные стороны вашей личности стоит обратить внимание, чтобы улучшить себя? Ну вот, выпала карта сама. Вот смотрите. Минут 10 назад. Аннет, простите, я это, напоминайте про донаты. Я вообще не против. Пишите, напоминайте, если кого-то пропустила, я все скажу. Какие положительные стороны вашей личности сейчас стоит обратить внимание? Вы очень чувственный человек, чувствительный и очень восприимчивый человек. Вы чувствуете людей, ситуацию, интуиция, кстати, у вас хорошо развита, но вы не умеете контролировать свои эмоции. Вот что сейчас, на что обратить внимание? Это очень положительное, кстати, вот какие положительные стороны, это то, что вы можете чувствовать людей, ситуацию, себя, интуиции своей, если будете прислушиваться, она у вас хорошо развита. То есть вам вот это надо развивать, вам нужно научиться сейчас контролировать свои эмоции, потому что король кубков, он уже контролирует. Вот королева кубков, она не контролирует свои эмоции, она такая, все, тут плачет, тут кричит, тут ревнует, в общем, она такая, вот тут она, в общем, любит. А король кубков, он уже контролирует свои эмоции. Вот вам вот сейчас нужно на это обратить внимание. На интуицию, на то, что вы чувствуете, на свое творчество, на творческую свою сторону. Какие-то дела делать с творческим подходом. То, как вам будет комфортно и удобно. Вот. И контролировать свои эмоции надо научиться. Где-то их не показывать, где-то что-то не сказать. Но положительная сторона – это то, что вы можете выслушать человека. Вы такой чувствительный, вы можете понять, вы можете как-то вот на сторону другого человека себя поставить. Слишком чувствительно. Ну вот, вы же видите, у вас интуиция классно работает. Вы вот как раз об этом сегодня тем более думали. У вас интуиция хорошо работает. Вам просто нужно обращать на это внимание, взять это под контроль. Не слишком там сильно рассказывать личное, да, вот когда вот в душе там не плакать сильно.
Вам нужно контролировать эмоции, не пускать сильно глубоко, кто вам делает больно, там вот что вот не пускать близко. И контролировать эмоции нужно. Не эмоционировать вот так вот. Но прислушиваться к себе, это вы понимаете себя, вы понимаете людей, вы чувствуете. Интуиция у вас хорошо работает, вам нужно просто обращать на это внимание. Когда вот чувствуете, сразу делайте так. Я вот сразу тоже стараюсь замечать, поэтому сразу, вот как вы почувствовали, вот что бы вы ни делали, что бы у себя не спросили, а как мне лучше пойти, там, да, вот этой дорогой или это, сразу, вот что у вас в голове мелькнет, у вас это будет, это ваш ответ. Интуиция вам сразу говорит ответ в вашей голове. Просто прислушивайтесь и замечайте, и поступайте так, как говорит вам интуиция. И вы увидите, что потом как можно чаще вы начнете это замечать, вот эти вот подсказки, свою интуицию прислушиваться, и она более ярко, вы уже сможете слышать вот эти знаки. Куда вам надо, когда вам надо, замечать вот это все. Так что вот это у вас прям самая такая вот... Это и положительная сторона, и это можно развивать. Интуиция, творчество, вот это вот. С людьми очень хорошо можете общаться, понимать, им комфортно с вами, потому что вы чувствуете, можете сопереживать им, они чувствуют. Они вам могут многое рассказать, вы можете выслушать, поддержать. Вот. На что еще обратить внимание? На какое-то обучение. Вы можете чему-то обучиться. Какие-то шансы вам надо научиться замечать. Вам нужно, если вы что-то не знаете, то вы можете этому научиться. Если вы что-то хотите, то научитесь замечать шансы. Вокруг вас есть шансы, возможности, вы их не замечаете. Вот научитесь прислушиваться к интуиции, и вы научитесь замечать шансы, потому что вокруг вас есть какие-то предложения, которые вам дают какие-то возможности, а вы их не замечаете. Вы как бы, не хочу, там, как бы, неохота, надо попку поднять, не хочу, там, да, надо куда-то поехать, не буду, там, надо там что-то выучить, возможно, для вашего движения вперед. Вы, как-то вот неохота, там, или что-то, или не знаете куда, чего. И вам нужно какое-то время будет... Через какое-то время, в общем, реализуется. Вам нужно какое-то время будет подождать для того, чтобы получить хорошие результаты. Вот через какое-то время у вас все станет на свои места. Вы будете на своем месте, там, где должны быть. А сколько должно пройти время? До встречи с каким-то человеком. Вот знаете, до встречи с каким-то человеком у вас здесь идет обучение. Интуицию свою развиваете, и потом встреча произойдет, и после встречи как-то все станет на свои места. Вы прям будете на своем месте. Что за встреча? Не знаю, что за встреча. Вас что-то будет расстраивать, вы будете что-то пытаться сделать. Вот смотрите, развивайте интуицию, и вы научитесь замечать разные возможности. Как будут какие-то действия, которые вы будете делать, вы будете расстраиваться, что вот я сделала, у меня не получилось. А на самом деле у вас что-то будет такое, что нужно ценить и беречь, что у вас уже что-то есть, вы не замечаете этого. Вот вы как раз прислушаетесь к интуиции, начнете замечать, и там будет какой-то шанс на встречу. Какой-то мужчина приходит. Какой-то мужчина в вашу жизнь приходит, да. Он поможет вам принять решение поменять все в вашей жизни. И у вас тут начинается классное тут все, как я говорю, все как-то встает на свои места, у вас тут все становится ясно и понятно. Сейчас у вас на саморазвитие идет, а потом встреча. Может, влюбленная какая-то, может, тут даже влюбленность может быть. Позитивная будет эта встреча. Потому что, смотрите, встреча, то есть вам нужно, вы не замечаете своих возможностей, да, вот видите, не замечаете, возможно, учиться или что-то надо.
но все встанет на свои места через какое-то время. Я спросила, когда произойдет встреча. Смотрите, какая встреча. Когда вы будете понимать друг друга, когда вы будете на одной волне. Это не обязательно любовная встреча, но это возможно. И она произойдет тогда, когда вы будете что-то делать, да, и вы, что-то вот, у вас будут шансы, вы их не видите, вы не видите этого. Вот он придет. У вас как-то наладится все, как-то вот тут вот станете кайфовать, отдыхать, возможно, будут какие-то у вас свидания. Я не знаю, тут как-то все в романтическое переходит, видите, влюбленные. Как-то раз так плавненько перешло, что как бы может быть даже... А дальше пока не дано вам знать, тут не показывают, но как бы это может перерасти все вот в такие отношения. Прилететь должен воссоединение на расстоянии, давно грущу из-за этого. Переключаясь на дела и развитие. Ну вот, на дела, ну вот. Скорее бы у вас воссоединение произошло, потому что когда будет воссоединение, у вас все нормализуется, видите? Это понятно, что сейчас вы можете заниматься своим саморазвитием, когда, видите, приходит мужчина, у вас стабильная, размеренная такая жизнь получается. Тут с мужчиной все меняется. Так что надо, чтобы вы скорее как-то воссоединились. Он будет помогать, приезжать, исполнит какие-то ваши мечты, кстати. В общем, что-то будет. Так что вот у вас самое главное, это вот по эмоциям, по интуиции. Эмоции, интуиция, творчество, контроль вот этих своих вот эмоций. Прислушивайтесь к себе, развивайте вот эту интуицию. Да, мужчина вытащила. Что еще вы можете развить? Все, мужчина выпадает. Стабильность. Как бы мужчина. Делайте так, чтобы мужчина был с вами мужчиной. Когда вы вместе, все иначе складывается. Вдохновление, радость постоянно. Вот вам вот этот мужчина очень нужен. Он просто как бы, у вас меняется все в лучшую сторону. Это как он вам помогает как-то вот своим присутствием, общением и вообще-то, что он рядом. Вот. Подсказка на эту ситуацию. Ой, смотрите, подсказка очень хорошая. Все получится. Все получится. Так что все получится. Все, как бы вперед. Благодарю вас и вас тоже благодарю. Спасибо за вопрос. Сейчас еще обновлю, но вроде бы... Да, все, ответила. Давайте теперь посмотрим послание из будущего. Общий раскладик, можно будет посмотреть записи, кто хочет. Будет 10 посланий из будущего. Вы можете загадать какую-то ситуацию, можете просто послание из будущего на сейчас, например. Вот, как бы... И посмотрим. Можете загадать позицию 1, 10, 2, 4, 5, 6. Можете одну позицию, 8. То есть, какую хотите, загадайте. Будем смотреть послание из будущего вам, вот для вас сейчас, для настоящего. Послание из будущего. Кто загадал позицию 1? Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Это для единичек, для двоечек. Тут загадал вторую позицию. Вторая позиция. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Что-то вы делаете, нужно остановиться. Пока что так. Троечки. Кто загадал третью позицию? Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени, нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй. У тебя все получится. Видите? Все получится. Не думайте,
что не получится. Получится. 4. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. 5. 5. Этот человек не враг тебе. Дай ему возможность доказать это. Это 5 позиция была. 6 позиция. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Так, это какая позиция? 6 же? 5, 6, да. 7 сейчас, 7. Смотрите, золотая рыбка. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. 8 позиция. О, смотрите, какой прикольный. Пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. Это 8 была. 9 позиция, подсказка. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. 10 подсказка. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Вот 10 подсказочек. Надеюсь, они вам помогут. Если кому нужна еще подсказка, пишите подсказка. Все, сейчас уже на одной колоде. Если кто будет, на одной колоде. На 5 не смотрим, я уже все устала. Смотрим на одной. Если кому подсказка нужна, пишите подсказка. Если никому не нужны уже, все получили, значит будем до следующей субботы прощаться. Вот. Благодарю вас, благодарю. Так, ну в общем, подсказки все разобрали, я так поняла, все получили свои подсказки. Так что давайте прощаться до следующей субботы. В следующую субботу эфиры будут после 21, также вечером, потому что все дома. А до этого ходите гулять, пока лето. Вот. Так что желаю вам удачи, пусть у вас все получится, все сбудется, и рядом с вами будут самые лучшие люди. Вот. Увидимся с вами в следующую субботу после 21:00 по Москве. Все.